Новым годом вас, господа! С 25-м. Кстати, я из прошлого. У меня еще 26 декабря 24 года вы меня обогнали. Ну че, работать сегодня будем или не будем? Или может не будем? Блин, ромашка была бы по годам. Кстати, песни про перчатки я вспомнил. Узелок завяжется, узелок развяжется. Только вот что-то он как-то это, походу, везде развяживается. Добро пожаловать в пробки глазами водителя. Очень интересно, медленно. Что такое вообще косарь для нашего времени? Это 1000 рублей. Для кого-то это просто обычное дело, как это. Билетик на аттракцион купил и катаешься. Да, ребят? Всех приветствую на канале РТС Сибирь. Рубрика «Глазами водителя». Мы продолжаем работать. В общем, вчера, получается, вечером я заступил на следующие 5 дней. Сегодня у нас 26 декабря, 24 год, время 8:30. Рейс у меня зарегистрирован на 9:15. Жду, когда мне уже позвонят, скажут там вставать на такие-то ворота, и жду также, чтобы загрузка, чтобы грузчик мне позвонил. Напоминаю, работаем мы на машине на 10-тоннике. Сегодня мы едем в город Новосибирск. Здесь, кстати, в общем, по месту, так сказать. Предыдущие выпуски мы по Томску катались. То есть у нас бывает и межрегионы. Возим продукты по магазинам, пятерочкам. Мне ворота уже я в программе посмотрел, какие по приложению, так что можно уже к воротам подъехать. Какие еще особенности сегодня? Мороз сегодня у меня минус 17 вот, за стеклом, поэтому не знаю я как заснять атмосферу на улице. У меня же как? Если тепло, мне дают заморозку. У меня тогда в будке холодно. Я захожу туда, у меня там камера садится. Вот. Если мне заморозку не дают, то на улице, значит, холодно, минус 17. Короче, что так, лишь бы, чтобы ты замерз. Шучу. Неприятное совпадение опять. Да, ночью было холодно, прям, ничего. Мне, кстати, фен наладили, у меня сейчас он топит, прям нормально так. Ладно, что, доедем до ворот. Да, ну че, работать сегодня будем или не будем? Может, или может не будем? Блин, ромашка была бы по годам. Будем, не будем. Классно, на улице минус 18.
еще маленько выше сделать. Крутится земля, белая березонька. Ну что, ожидаем погрузки, завершение погрузки. Я вон тут свой стрим смотрю, этот предновогодний тут недавно стримил. Да, кстати, помимо игр, ой, да, точнее помимо еще жизни, реально, я еще и в игры играю, стримы веду, так что у меня есть канал, ссылка в описании, если что. Вот он, я тут с вебкой трансляции веду. Бывает с юморком. В общем, ожидаем. Загрузка прошла успешно. Кстати, песни про перчатки я вспомнил. Завяжется, вот развяжется. Что-то он как-то, походу, везде развязывается. Добро пожаловать на канал РТС Сибирь. Глазами моими. Офигеть, у меня магазинов. Чувствую это на 2 дня. Ну ладно. Попробуем довериться этому парню со склада.
Надеюсь, он это с цифрами не просчитал. Мороз и тучи, день чудесный. Сегодня вообще не ясно, по-моему. А хотя нет, ясно. Что, пойдем взвешиваемся? Что это такое? Потому что я на мусоровозе ездил. Ужас! Так. Они не сели еще. Ой, а чё я музыку-то не включаю? Основную-то. Ревку-то не включил. О, кстати, она нагрелась. Мне как раз надо. Вы слышите эту мелодию? Не, если вам нравится, кстати, я могу подсказать, что это за музыка. Будете чаще ее слышать. Скачайте себе на телефон. Блин, фура. Фура. Так, что у меня там вес? 10600, 10400, 10300. Угадай, сколько. Делаем ставки, сколько вес. Ну, я думаю, это нормальный вес. Если бы он выколупился 10. Да, здравствуйте, 734 на весы подъехал. Понял, спасибо. Все ненормально, езжай. Ладно, я шучу, нормально все. Вот если будет все ненормально, я поеду где-то не там с этим ненормальным. Меня взвешивает вес
и камера сфотает, то штрафик будет, в общем, мне там 1005, а моему руководству 1200. Как думаете, они будут рады этому штрафику? Я думаю, нет. Да и я тоже 5000 отдавать как-то мне вообще не резон. Ладно, ожидаем документы и выдвигаемся работать. Канал РТС Сибирь. Загружены, подвешены, перевешены. Не, нормально все с весами. Так, ладно. Все, к выезду готов. Так, едем на куда-то. Едем на куда-то. В куда-то. Куда ты без меня поехал, я тебе не разрешал. Так, 11:42. Я через час должен там. Через час 20. Где тут? Забыл самое главное опять. Что такое? Сегодня день забываний. Полевых цветов веночек в утренней росе цветов. Соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Также у вас, наверное, там у некоторых задается вопрос, а зачем он смотрит вниз? Ну, наверное, чтобы вы погрузились, так сказать, в вождение автомобиля грузового, чтобы можно было, увидеть руль, там машину, допустим, которая меня обгоняет.
меня, вот, чтоб, ну, сколько я ползаю на этом маленьком грузовичке. Сколько я вот еду сейчас? 50. Я груженый, потому что она по морозу вообще не едет, не хочет. Вот если бы я бы вот было бы холодно, я бы бежал бы скоро. Ну, любой человек от холода, он бы, блин, летел бы, бежал на ускорение. А она не хочет ехать, видать, ей нравится. Машине нравится, видать, по морозу кататься. Какие еще плюсы? Я не могу понять, записывает у меня камера, нет. То есть у меня получается датчик записи находится справа, почти на уровне виска. Поэтому мне иногда приходится очки снимать и смотреть, горит ли этот датчик или нет, или я сам с собой разговариваю. То есть вот. Ну а теперь про минусы. Да, сегодня холодно, минусовая температура, прям такая, ну, конкретно минусовая, уже ближе к минус 20. Видно, да, вон по лесам, что деревья аж подморожены, прям так. Снег такой более морозный. Кстати, даже когда температура, допустим, ну, там даже минус 10 вот взять, от минус 5 до минус 10, по снегу видно, он превращается в песок. Вот, а когда мороз, видно, снег такой прям, он аж блестит от мороза. Вот и все. Так вот отличается температура небольшой минус и температура нормальный минус. Такой прям минус-минус. Вот, какие еще минусы у нас при такой температуре? Если, допустим, я везу заморозку, а на улице нормально, там хотя бы минус 10, то у меня камера будет вырубаться только в будке, когда я начинаю разгрузку. Если же сейчас вот у меня минус 17, минус 20, я не знаю, смогу ли я вообще с камерой выходить на улицу. Я как бы, да, я выходил, сейчас мы с вами гидроборд опускали в начале. Но надо учитывать тот момент, что она у меня быстро сядет, да и вообще там рекомендации, как бы минус 10 потолок, все, больше, меньше не использовать. Кстати, с Новым годом вас! Скорее всего, это видео вы увидите уже в новом году. Ребят, вы неправильно зарабатываете деньги. Вот, смотрите, надо вот так зарабатывать. Это серьезно работа. Мы с вами находимся в Сибири. Город Новосибирск почти. Ну, сейчас уже доедем до него. Вот. Везем мы с вами продукты по магазинам Пятерочка. Логистика X5 Транспорт. Уже многие они знают. Если не знаете, можете набрать в интернете.
Новосибирь, 26 декабря 24 год. Город Новосибирск, время 10:45. Продолжаю работу, как бы еще еду до первого адреса, который у меня по времени на 11:40. В общем, у меня еще час в запасе, как раз ехать 50 минут. А сейчас еще пробки придется пособирать, светофоры. Да, сегодня первый день у меня получается, как я вышел на, я после отдыха, да, 5 дней отдыхал, работаю 5-5. Первый день сегодня, как первая ночь у меня прошла. Плохо спал, не выспался вообще. Вообще не выспался. Под утро только, наверное, заснул. Благо у меня была ночь. Подготовиться, так сказать, как бы машину я принял вечером. Вот. И на 9 утра у меня был первый рейс, так сказать. Ну, я думал, сейчас посплю. Не, в итоге как-то и спать особо не хотелось. А потом, когда захотелось, уже было поздно. Вот и все. Так что, это нормально, это уже традиция. Первые дни работы у меня, получается, 2 ночи, они проходят как-то, не очень. А потом уже, когда нарабатываешься, наездишься, просто уже готов прям в любое время лечь и уснешь. Я понял, я вспомнил, в чем дело-то было. Я же там мозг себе отморозил. У меня там минус 20 в будке было. А так у меня сейчас на улице минус 20. Значит, надо побольше погулять. Тогда и юмор появится, и сарказм. Ну да, на меня холод так действует. У кого-то наоборот мозг замерзает, и он вообще думать ни о чем не может, как только о тепле и очаге теплом. А у меня наоборот на ржаку пробивает. Какая классная пробка. Может, мы развернемся, обратно поедем? Обратно на склад. Обратно выгрузим. Причина, диспетчер. Ты чё, груз выгрузил? Слушай, там пробка, я же не могу стоять. Потом давайте увезем. Вечерком. Добро пожаловать в пробки глазами водителя. Очень интересно, медленно. Я, правда, извиняюсь, я текст с анекдотами не приготовил. Но мы сейчас по дороге их придумаем тут с участниками движения. Я думаю, они нам такие смешные ситуации создадут, что мы ржать будем сюда. Но это только начало, подождите. Так нравится, вот он показывает, вторую дорогу, он ее выделяет и показывает. Плюс 10 минут к поездке. И показывает же еще дорогу прямо, по которой я, по сути, ехал изначально. Там минус 10 минут экономии. То, что я, наоборот, сэкономлю здесь. Так ты мне ее покажи. Нет, он мне лучше покажет там, где плюс 10 минут. Логика. Это, знаете, выглядит так. Вот дается 2 дороги, вот асфальт, вон грунт. Езжай по грунту, а времени, допустим, на асфальте быстрее, но ты все равно езжай по грунту, там плюс 20 минут. Я так решил. Вот это примерно навигатор вот так работает иногда. Странно, вроде у меня в кабине тепло. Ладно, я мозг иногда отмораживаю, но у тебя-то в чем беда? Всем привет. Давно не виделись. Целый кадр в пробке.
ребят, я, наверное, перемотаю вот этот момент, что как-то, мне кажется, это надолго затянется. У меня памяти не хватит это записывать. А мне нет. Вот почему ей повезло, а мне нет? Почему я должен в этой пробке стоять? Я сегодня проснулся, это... А у меня это на ботинке шнурок развязался. Вам интересно? Вот и мне тоже не интересно стоять в этой пробке. Примерно вот у меня такой же интерес к ней, как у вас к моему шнурку, когда я проснулся. Есть хоть какая-нибудь песня, как это кто-нибудь там, как мне не повезло. Блин, то ли этих девчонок послушать, которые плачут, что их бросили. Где они тут? Блин, нет. Не хочу. А мне вот, мне, кстати, да, мне тоже повезло уже. Почти. Вот времени только вот не хватило маленько. Наконец-то я проехал эту пробку. А там еще таких штук 10. Наверное, не знаю. Так, раз, два, три. Ну, 3 точно есть. Мне так повезло. Буду в городе кататься и слушать музло. Буду в пробках наслаждаться. Вот сегодня, я говорю, даже рифмы не работают. Я не знаю, что сегодня такое. Я говорю, я не выспался, наверное, из-за этого. Так хочется вам какую-нибудь песенку спеть. Так, надо дальше. Метелью, только не зайка. Метелью, ну вообще как в песне поется, метелью зайка серенький. Вот, а у нас метелью какой-нибудь субарик серенький по пробочке скакал. И в шашки он со всеми в пробочки играл. Есть же такие у нас избранные, которые любят в пробочки шахматы играть, в шашки там. Кстати, да, метелью субарик серенький по пробочке скакал. Дальше надо. Так, метель так серенький, субарик серенький по пробочке скакал. Что это? Так, что за ужасы начинаются, я не понял. Я люблю больше комедии, а не триллеры. Так вот, песенку-то не допели. А дяденька с палочкой зайчика, ой, да, субарика поймал. Вот, и теперь нужен припев. Блин, опять забыл что-то. Рифма-то идет, но только она не в тему будет. И на косаря штрафовал. Ладно, я потом подумаю, продолжу. Ну, в общем, пока песенка такая. В городе родилась пробочка. В городе она длинная была. Метелью субарик серенький. Нет, подожди, нет, стоп, что-то опять не то.
городе родилась пробочка. В городе она была зимой и летом длинная. Блин, опять забыл, да что такое. Я говорю, у меня сегодня что-то как-то это... Поэтизм никак не работает. Вот только мысли приходили нормально. В лесу родилась елочка. Так, нет, давайте сначала песенку споем. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная. Зимой, летом стройно, длинная. Ну вот. В городе родилась пробочка. В городе она росла. Зимой и летом стройная, длинная была. Метелью субарик серенький по пробочке скакал. А дяденька с палочкой субарика поймал. О, кстати, госавтоинспекция. Ну, примерно здесь он его, наверное, остановил. Ну, дальше надо еще песенку придумать, как бы это. Ну, поймал, на косаря штрафовал. И вот надо придумать это, какой-нибудь итог этой песенки, только в припеве, что так делать нельзя. Что такое вообще косарь для нашего времени? Это 1000 рублей. Для кого-то это просто обычное дело, как это билетик на аттракцион купил и катаешься. Да, ребят? С Новым годом вас, господа! С 25-м. Кстати, я из прошлого. У меня еще 26 декабря 24 года вы меня обогнали. Не, ну здесь, кстати, классно. Не знаю, как у вас там сейчас в новом году. Ну, у меня еще пока все ништяк. Так, здесь я слушаю другие песенки, когда я заезжаю на этот мост. Здесь вот такие хорошие. Нет, не такие. Вот. РТС Сибирь, город Новосибирск. Едем по магазинам Пятерочка, везем продукты. Добро пожаловать.